Родители покинули свою дочь, когда они увидели, как она выглядит. Спустя годы они потеряли дар речи. Была холодная ночь, когда маленькая Елена увидела свет. Но вместо того, чтобы быть встреченной любовью и теплом, комната наполнилась испуганным молчанием. Ее родители уставились на маленькую девочку, верхняя губа которой была покрыта врожденной расщелиной. Мать хлопала себя руками по лицу, отец пинал шаг назад. «Она изуродована», — прошептала мать со слезами на глазах. Отец опустил взгляд. «Как мы должны жить с таким? Жизнь ребенка, люди будут говорить о нас». В ту же ночь, когда они покинули больницу без своей дочери, Елена была помещена в дом мудрецов, где в первые годы своей жизни она понятия не имела, что она другая, но когда она стала старше, она поняла, что другие дети смеются над ней, они избегали ее и обижали ее. Часто по ночам она плакала в своей постели, задаваясь вопросом, почему ее родители не хотели ее видеть. Но судьба распорядилась с ней хорошо. Однажды Мария и Давид посетили мудрый дом, любящая супружеская пара, которая не могла иметь собственных детей. Когда они увидели Елену, они смотрели не на ее губы, а в ее теплые сияющие глаза. «Она прекрасна», — тихо сказала Мария. Без колебаний они приняли Елену и дали ей дом, чего у нее никогда не было. В ее новой семье она процветала. Она научилась любить себя, несмотря на уничижительные взгляды внешнего мира. Но глубоко в ее сердце осталась рана. Вопрос о ее биологических родителях никогда не отпускал ее. По мере взросления она решила, что пора разрешить операцию приемным родителям. После нескольких процедур ее порог развития губ почти незаметен. Она выросла красивой молодой женщиной не только внешне, но и внутренне. Она нашла утешение и силу в вере в Бога, который помог ей преодолеть всю боль прошлого. Однажды она приняла решение. Она хотела иметь своих родных и близких. Родители смотрят не из гнева, но чтобы простить их. С бьющимся сердцем она стояла на пороге маленького дома. Она узнала, где они живут. Когда дверь открылась, ее мать стояла перед ней. Она постарела, с усталыми глазами, но, увидев лицо Елены, побледнела. «Кто ты?» – прошептала она. «Я Елена», – мягко сказала она вашей дочери. Мать испуганно поднесла руку к рту, в то время как отец, который теперь присоединился, ошеломленно уставился на нее. Они больше не узнавали ее. Маленькая девочка, которую они когда-то бросили, теперь стояла перед ними как красивая, уверенная в себе молодая женщина. И слезы навернулись на глаза матери Елены. «Боже мой, мы не знали, что мы делаем», — сказала она. «Я знаю», — сказала Елена. «Я ненавидела тебя годами. Мне было интересно, почему меня было недостаточно, но я здесь не для того, чтобы обвинять вас. Я здесь, чтобы простить вас, ребята, ваши слова глубоко задели сердца ваших родителей». Мать начала плакать. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.